Хотите испечь такой высокий пышный бисквит, который не опадает? Бисквит высотой 9 сантиметров. Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. И сегодня я поделюсь с вами всеми своими секретами по выпечке идеального бисквита. Гарантия 100% получится у каждого. Один из главных секретов приготовления удачного бисквита заключается в идеально подобранных пропорциях и в технологии приготовления. Для бисквита нам понадобится 4 куриных яйца. Разбиваю яйца в большую миску. Бисквит, который мы сегодня с вами приготовим, я считаю самым простым, легким и самым удачным. И первым делом нам необходимо подготовить форму и отмерить все ингредиенты для приготовления бисквита. Форму вы можете использовать любого размера. Удобнее всего разъемные формы или вот такое кольцо, как у меня. Дно формы я застилаю фольгой, а лучше даже застелить их 2 слоями фольги, так как фольга помогает проводить температуру, и бисквит получается более равномерно поднимается во время выпечки. И еще раз повторю, что важно подготовить все ингредиенты и форму для выпечки бисквита заранее, так как часто бывает, иногда яйца взбили, а форму еще и найти надо, где-то с прошлого года завалялась, а пока искали форму, взбитые яйца совсем опали. Подготовили форму, отставляем в сторону и займемся подготовкой ингредиентов для бисквита. В кастрюльке смешиваю 70 грамм сливочного масла, 240 мл молока и 2 чайных ложки ванильного сахара. Этот бисквит готовится гораздо проще, чем классический бисквит, который мы готовим из яиц, сахара и муки. Ставим кастрюльку на самый маленький огонек и нагреваем до полного растворения масла. Масло полностью растворилось, снимаем кастрюльку с огня и пока отставляем в сторону. Добавляем к яйцам щепотку соли и всыпаем 250 грамм сахара. Взбиваем 8-10 минут на высокой скорости миксера до пышности яиц и растворения сахара. Бисквит по этому рецепту получается не сухой, очень нежный, он очень вкусный сам по себе, даже безо всякого крема. Готовится он просто и легко, повторяйте за мной, следуйте рецепту, и у вас получится все 100%. Получится такой же пышный воздушный бисквит, который не опадает после выпечки. Я пеку бисквиты уже очень давно, перепробовала разные рецепты и выявила для себя некоторые секретики, которые мне очень помогают. И один из секретиков то, что яйца нужно взбивать долго и не ручным венчиком пару минут, а именно миксером. Кстати, обычный ручной миксер прекрасно с этой задачей справляется. И если вы взбиваете цельные яйца с сахаром, а не отдельно белки, то смело взбиваете яйца не менее 10 минут при помощи миксера. Можно даже по таймеру для надежности, а то часто бывает 2 минуты повзбивали и сразу на этом этапе решили, что ничего не выйдет. Итак, хорошо взбить яйца – это первое и самое главное правило для идеального, пышного, высокого, красивого бисквита. Яйца мы уже взбили, для рецепта мне понадобится 350 грамм муки, всыпаю сюда 2 чайных ложки разрыхлителя и хорошо перемешиваю, чтобы разрыхлитель разошелся в муке. Теперь частями просеиваю муку во взбитые яйца, обязательно муку просеиваем. Даже несмотря на то, что добавляем разрыхлитель, за счет просеивания мука обогащается кислородом, и бисквит, выпечка получается более пышной и воздушной. Вот так аккуратненько перемешиваем при помощи большой ложки или лопаточки. Друзья, на этом этапе уже ни в коем случае не используем миксер, уберите его в шкафчик, а используем только лопаточку и перемешиваем вот так вот очень аккуратно. Долго перемешивать не нужно, как только ингредиенты объединились, мешать достаточно. Я одновременно еще немного подогрела молоко со сливочным маслом, довела до кипения, потому что это бисквит на горячем молоке. И теперь небольшими порциями, не все сразу, я вливаю небольшую часть горячего молока, прямо кипяток, к взбитым яйцам. Не переживайте, мои дорогие, ничего с яйцами не случится, если вы одновременно быстренько, аккуратно перемешаете их при помощи лопаточки. Просеиваю еще часть муки и снова аккуратно перемешиваю. Таким образом, чередуя горячее молоко и муку с разрыхлителем, я аккуратно замешиваю тесто для бисквита. Когда смешиваем яйца с мукой, следим за тем, чтобы в тесте не было непромешанных участков муки. И вот так в 3-4 приема смешиваем яйца с мукой и горячим молоком.
Друзья, этот бисквит можно готовить даже без разрыхлителя, все прекрасно получится. Но если вы готовите в первый раз, то лучше добавьте разрыхлитель, чтобы у вас гарантированно все получилось. Вливаю последнюю порцию молока и добавляю последнюю порцию муки, и тесто для бисквита уже полностью готово. Духовку я поставила разогреваться. Стандартная температура для выпечки бисквита 180 градусов Цельсия, но на температуре я остановлюсь чуть позже, а пока посмотрите, пожалуйста, вот такая консистенция получилась у нашего теста. Оно легко стекает с лопатки вот такой широкой лентой. Все, бисквит можно выпекать, форму мы с вами подготовили заранее, и теперь выливаем бисквитное тесто в форму. Чтобы тесто равномерно распределилось по всей форме, можно взять вот такую палочку, это палочка для суши, и вот рисуем такую спиральку. Тем самым мы помогаем тесту распределиться равномерно, и бисквит тоже будет подниматься в духовке равномерно. Отправляю бисквит в духовку, и здесь я говорила о важности температуры выпечки. Важно просто знать свою духовку и приспособиться к ней. Как я говорила, стандартная температура 180 градусов, но если вы знаете, что ваша духовка сильно греет при 180, сразу разогревайте ее до 170-175 градусов Цельсия. Бисквит диаметром 20 см печется 35-40 минут, и время выпечки бисквита всегда зависит от его диаметра и высоты. Например, бисквит диаметром 30 см будет печься не меньше часа. Только посмотрите, друзья, какой красивый, пышный, высокий бисквит получился. Бисквит на всю форму, румяный, очень вкусный. Готовность проверяем деревянной палочкой. Если она выходит из бисквита сухой и чистой, без следов сырого теста, это верный знак, что бисквит хорошо пропекся и полностью готов. Аккуратно вырезаю бисквит из формы при помощи ножа. Если у вас разъемная форма, то просто снимаете аккуратненько кольцо. И да, кстати, забыла сказать еще один важный момент, секретик. Не смазывайте стенки формы ничем, никаким маслом, потому что бисквит поднимается и растет, цепляясь за стенки формы. Итак, где у нас линейка? Давайте померяем высоту бисквита. Посмотрите, бисквит получился высотой 9 см. Я готовила бисквит в форме диаметром 20 см. И если вы будете готовить бисквит в большей или меньшей по размеру форме по диаметру, вам просто нужно будет правильно пересчитать ингредиенты. Давайте теперь разрежем бисквит, посмотрим, какой он получился внутри, какая у него структура и текстура мякиша. Бисквит режется очень легко, просто идеально. Нож входит как в мягкое масло. Друзья, сегодня мы испекли с вами вот такой вкусный, красивый, высокий и пышный бисквит. И я с большим удовольствием поделилась с вами всеми своими секретами и своим опытом, многолетним опытом приготовления разнообразной выпечки, в том числе вот таких вот красивых и вкусных, идеальных бисквитов для торта. И я буду очень рада и благодарна вам, если вы поделитесь этим рецептом с вашими друзьями в соцсетях. Пусть как можно больше людей приготовит бисквит. Думаю, что особенно рецепт будет полезен молодым хозяйкам, но и опытные хозяйки также найдут для себя что-то новое и полезное в этом рецепте. Сочность, нежность и влажность бисквиту как раз придают добавление в тесто молока и сливочного масла. А я напоминаю, что вы на канале Готовим дома, меня зовут Олеся, и я буду рада вас видеть в моем новом вкусном видео. Желаю вам приятного аппетита, вкусной выпечки, пока-пока и скоро увидимся!